Термос я проверяю первым, еще до того, как сунуть во внутренний карман удостоверение. Крепкий чай, без сахара, горячий. Эта штука держит меня на выезде лучше любого кофе из автомата в коридоре. В нашем ремесле тот, кто начинает утро с трясущимися руками, долго не задерживается. У меня руки не дрожат, и дело тут не в железных нервах. Просто я давно перестал спорить с тем, что вижу на работе. Смерть для меня — не потрясение. Смерть для меня — предмет труда. Кабинет к 9 нагрелся от старой батареи под окном. За стеклом стоял Томск, начало мая, тот короткий сибирский промежуток, когда снег уже сошел, а листья еще не развернулись, и город стоит голый, серо-коричневый, с черными от талой воды тротуарами. Я не люблю это время. Весной люди дуреют. Кровь у них идет к голове, а мозги от этого работают хуже. Половину бытовухи, которую я разгреб за свою жизнь, принесли мне именно такие вот теплые, обманчиво ласковые дни, когда всем хочется любви, а получается поножовщина. Мне 40 лет. 20 из них я работаю на трупах, сначала опером, потом в следствии. За это время я научился читать людей быстрее, чем читаю протокол. Человек еще только заходит в дверь, еще только открывает рот, а я уже вижу, где у него слабое место, где он врет, где сейчас поплывет. Это не дар, это профессиональная мозоль. Тот, кто каждый день щупает чужой страх руками, рано или поздно начинает чувствовать его на расстоянии. Опер Гуськов сунулся в кабинет без стука, как обычно. Молодой, наглый в меру, но чутье у парня есть, а это в нашем деле дороже диплома. «Есть заявление по безвестному», — сказал он и бросил мне на стол тонкую папку. «Кировский район. Девушка, 19 лет, 3 мая ушла из дома и не вернулась. Мать бегает по всем инстанциям вторые сутки. Дежурная часть уже воет». Я открыл папку. Заявление о безвестном исчезновении. Апатченко Анна, 19 лет, студентка одного из томских вузов. Фотография. Обычная девчонка, каких в этом городе тысячи. Светлые волосы, открытое лицо. Улыбается в кадр так, будто у нее впереди еще лет 70. Я смотрел на снимок ровно столько, сколько нужно, чтобы запомнить, и ни секундой дольше. Жалость на этой стадии — балласт. Она нужна будет потом, если понадобится вообще. Большинство таких заявлений заканчивается ничем. Девочка поругалась с матерью и укатила к подружке. Мальчик загулял с компанией и отключил телефон. Из 10 пропавших 9 находятся сами, живые и злые, что их искали. Я это знаю, и дежурная часть это знает, и мать, которая пишет заявление, где-то в глубине это тоже знает и цепляется за это как за поручень. Но моя работа — смотреть на 10-го, на того, кто не вернется никогда. И вот тут у меня начинает работать не жалость, а что-то другое — азарт. Я не буду врать и называть это иначе. «Что по обстоятельствам?» — спросил я, листая скудные листы. Мать говорит, дочь 3 мая поехала к бывшему парню забрать свои вещи. Они недавно разбежались. Гуськов заглянул в свои записи. Парень — Ковалевич Николай, тоже 19. Живут в разных концах Кировского района. Анна написала матери днем, что едет к нему, и все. Больше на связь не выходила. Телефон то вне сети, то сбрасывает. Вот здесь у меня внутри что-то щелкнуло. Не предчувствие, нет. Предчувствиями пусть занимаются гадалки. Просто арифметика. Молодая девушка, свежее расставание. Едет к бывшему одна забрать вещи. Это самый нагруженный маршрут, какой только можно придумать. Расставание — это всегда чья-то капитуляция, и не всегда обе стороны готовы ее подписать. Я видел, во что превращаются такие вот «забрать вещи» слишком много раз, чтобы пропустить это мимо ушей. Но версии у меня пока не было. Была только девочка, которая сутки не выходит на связь, и парень, к которому она поехала. И между этими двумя точками — черная дыра, которую мне предстояло заполнить. Мать где? Я уже застегивал куртку. В отделе сидит со вчерашнего вечера, не уходит. Говорит, пока дочь не найдут, домой не пойдет. Плохой признак. Не для дела, для меня. Такие матери не ошибаются в главном.
Женщина, которая знает своего ребенка 20 лет, чувствует беду раньше любой экспертизы. Логике это не подчиняется, но я давно перестал спорить и с этим тоже. Мы вышли во двор отдела. Служебная машина, промерзшая за ночь, завелась не сразу. Я налил себе из термоса полкрышки чая, обжегся, выпил. Гуськов сел за руль. Город потянулся за окном, мокрый, серый, с редкими прохожими, кутающимися в куртки не по-майски. Проехали проспект Кирова, свернули к набережной. Внизу под мостом катила мутную талую воду речка Ушайка, вздувшаяся от паводка, бурая, со шметками льда у берегов. Я скользнул по ней взглядом, как скользишь по любой воде в городе, и отвернулся. Тогда эта река была для меня просто рекой, всего лишь частью пейзажа, мимо которой мы ехали к матери пропавшей девочки. По дороге я прокручивал в голове первые ходы. Первые сутки в таких делах — золотые. Дальше след стынет, свидетели забывают, записи с камер затираются, а тот, кому есть что прятать, успевает прибраться. Значит, действовать надо было сразу и по всем направлениям. Биллинг телефона Анны, камеры по маршруту, круг общения и, само собой, этот Николай Ковалевич. Последний, кто, судя по всему, видел ее живой. Или не последний. Или как раз тот самый. В отделе было душно и накурено, пахло старой мастикой и остывшим кофе. Мать я увидел сразу, она сидела на жестком стуле в коридоре, прямая, собранная, с тем страшным спокойствием, которое бывает у людей на пределе. Александра Апатченко, немолодая уже женщина, но и не старуха, из тех, кто всю жизнь тащит семью на себе и разучился жаловаться. Она посмотрела на меня снизу вверх, и я понял, что она оценивает меня так же, как я считываю всех. Способен этот на что-нибудь или очередной казенный человек, который отбудет номер. Я сел напротив, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. С такими не работают сверху вниз. Александра Петровна, я назвал ее по имени-отчеству спокойно и негромко. Я следователь, я буду заниматься делом вашей дочери. Расскажите мне про Анну. Все, с самого начала, даже то, что вам кажется мелочью. Она разжала стиснутые на коленях руки и начала говорить. А я слушал и уже знал. Это не тот случай, когда девочка загуляла и вернется злая. Это тот самый 10-й. Нутром чуял. Оставалось только доказать это так, чтобы легло в дело. Александра Петровна рассказывала мне про свою дочь так, как рассказывают только матери, не по фактам, а по мелочам, из которых складывается живой человек. Анна была домашняя, ответственная, из тех детей, что сами звонят родителям, а не ждут звонка. Каждый вечер набирала мать, хоть на минуту, хоть просто сказать «я дома». Училась хорошо, писала грамотно. Александра Петровна повторила это дважды, будто чувствовала, что это важно. Тогда я еще не знал, насколько это будет важно. С Николаем Ковалевичем Анна встречалась около года. Сначала, как водится, все было хорошо, а потом начались его звонки по 20 раз на дню, проверки, ревность на пустом месте. Он не выносил, когда она задерживалась, когда смеялась чужим шуткам, когда просто жила своей жизнью. Анна тянула, надеялась, что перерастет, а потом решила — хватит. Расставание она обставила по-взрослому, сказала прямо, спокойно, без сцен. И поехала 3 мая забрать оставшиеся у него вещи. Мелочь, из-за которой люди обычно не пропадают. Мелочь, из-за которой, как я слишком хорошо знал, люди иногда не возвращаются вовсе. Я слушал и раскладывал сказанное по полочкам. Девочка, которая звонит матери каждый вечер, не может просто взять и замолчать на 2 суток по своей воле. Это против ее природы. А человек не меняет свою природу за один день, если только этот день не оказался последним. «Александра Петровна», — сказал я, — «ваш телефон при вас?» Она подала мне свой аппарат, старенький, с потертыми кнопками. Пальцы у нее дрожали, но лицо оставалось сухим и собранным. Я открыл сообщение. И вот тут у меня внутри все подобралось, как перед прыжком. 4 мая, ближе к ночи, с номера Анны матери пришло сообщение. «Мам, все нормально, не волнуйся, я у подруги, останусь на ночь, завтра приеду». Я перечитал его дважды.
потом еще раз. Это писала не она. Тихо, но твердо сказала Александра Петровна. Понимаете, не она. Анна так никогда не писала. Она не делала таких ошибок. Не волнуйся через «е». Останусь, подруги. Она грамотная, я вам говорю. Это писал кто-то другой. Кто-то, кто не знал, как пишет моя дочь. Я смотрел на этот кривой, безграмотный текст, и во мне холодно, деловито поднималось то самое чувство, которое я ни с чем не спутаю. Азарт. Тот, кто отправил это сообщение, совершил свою первую ошибку. Он хотел выиграть время, успокоить мать, отвести подозрения, растянуть паузу перед тем, как поднимется настоящая тревога. Он влез в чужой телефон и заговорил чужим голосом. Вот только голос подделать труднее, чем кажется. Мать узнала фальшивку с первого слова, так как узнают подделанную подпись. Материнское ухо не обманешь корявой орфографией. «Вы правильно сделали, что сохранили сообщение», — сказал я. «Не удаляйте его, ни в коем случае. И телефон не придется на время забрать, оформим как положено». Дальше пошла работа. Настоящая, черная, без сна. Первые сутки я развернул по всем направлениям сразу, запросил детализацию по номеру Анны, где и когда телефон был в сети, к каким вышкам цеплялся. Поднял камеры по маршруту от ее дома до района, где жил Ковалевич. Отправил оперов отрабатывать круг общения. Однокурсники, подруги, соседи. Объявили в розыск. К поискам подключились волонтеры. В Томске их много, ребята толковые, злые до дела, прочесывали дворы, гаражи, лесопосадки на окраинах. И вот тут на сцене появился он, Николай Ковалевич. Он пришел сам, пришел в штаб поисков, молодой, взъерошенный, с покрасневшими глазами, весь такой убитый горем. Совал волонтерам ориентировки, расклеивал их по остановкам, обзванивал больницы. «Мы должны ее найти», — говорил он всем, и голос у него срывался. Со стороны образцовый бывший, который, несмотря на разрыв, места себе не находит. Мать он обнимал, координатору волонтеров помогал разбивать город на квадраты. Хороший мальчик, ответственный. Я стоял в стороне и смотрел на него. Просто смотрел, как смотрит на человека, которого еще не знаешь, но уже взял на карандаш. И то, что я видел, мне не нравилось. Не потому, что он делал что-то не так, наоборот, он делал все слишком правильно, слишком много, слишком на виду, слишком старательно. Человек в настоящем горе тускнеет, гаснет, у него не хватает сил на организаторскую суету, а этот горел. Он был в центре поисков, он держал руку на пульсе, он всегда оказывался там, где решали, где искать дальше. И я поймал себя на простой мысли: удобнее всего искать там, где точно знаешь, что не найдешь. Но это было чутье, а не доказательство. Чутье к делу не пришьешь. Я это знал и держал себя в руках. Опыт научил меня страшные вещи. Первое подозрение обманывает чаще, чем помогает. Я видел, как сажали невиновных, потому что кому-то сразу все стало ясно. Поэтому я не позволял себе решить заранее. Я позволял себе только одно — смотреть внимательнее, чем на других. Вечером вернулась первая детализация. Телефон Анны последний раз уверенно был в сети 3 мая, во второй половине дня, в том самом районе, где жил Ковалевич. Потом тишина. И только одна короткая вспышка. 4 мая ночью аппарат ненадолго вышел на связь, отправил то самое сообщение матери и снова умолк навсегда. Оцеплялся он в тот момент к вышке, которая накрывала опять же его микрорайон. Не ее дом, не квартиру подруги, его микрорайон. Я разложил перед собой карту. Точки складывались в короткую, уродливую линию, и все они вели в одно и то же место. Я не спешил радоваться, но и отворачиваться от очевидного не собирался. «Гуськов», — сказал я, — «этого мальчика, Ковалевича, аккуратно берем в разработку. Тихо. Пусть пока думает, что он вне подозрений, что он просто друг, который рвется помочь. Мне нужно все. Где был 3 мая? Во сколько? С кем виделся? Что делал 4-го? И машину его пробей, и квартиру. Только без резких движений. Спугнем.
уйдет в глухую несознанку. Гуськов понял с полуслова. А я налил себе остывшего чая из термоса и снова посмотрел на карту, на эту короткую линию из точек. Где-то в конце нее была Анна Апатченко, и я уже почти не сомневался, что она не у подруги. Дни поползли тягуче и вязко, как всегда бывает в поисках живого человека, который на самом деле уже мертв. Только я об этом еще не мог сказать вслух. 5-6 мая город обрастал ориентировками. Фотография Анны смотрела с остановок, с фонарных столбов, с дверей подъездов. Волонтеры прочесывали квадрат за квадратом. Мать держалась, хотя каждый пустой день выедал ее изнутри. А я работал тихо, по своей линии, стараясь не выдать себя ни словом, ни взглядом. Тот, кого ведешь в разработку, не должен чувствовать спину. Николая Ковалевича я вызвал на допрос как свидетеля, именно как свидетеля, обеспокоенного бывшего, который последним видел девушку. Никакого давления, никаких обвинений. Я встретил его почти по-дружески, предложил присесть, налил воды. Пусть расслабится, пусть решит, что я на его стороне, что я, как и все, вижу в нем того, кто ищет Анну, а не того, кто ее спрятал. Это старый прием — дать человеку рассказать свою легенду целиком, не перебивая, не цепляясь. Врущий человек любит, когда его слушают. Он расправляет плечи, добавляет деталей, украшает. А чем больше деталей, тем больше мест, где можно поймать. И он рассказал. Гладко, почти без запинки. Анна приехала 3 мая, во второй половине дня. Забрала свои вещи, какие-то книжки, косметичку, зарядку. Посидели, поговорили спокойно, разошлись по-хорошему. Он проводил ее до остановки, она села то ли в маршрутку, то ли в трамвай, тут он замялся, и уехала. Все. Больше он ее не видел. А вечером, когда попытался позвонить, телефон уже не отвечал. Я слушал, поддакивал, делал понимающее лицо, а сам разбирал его рассказ на винтики. Слишком ровно, слишком отрепетированно. Человек, который вправду проводил девушку до остановки неделю назад, не помнит таких мелочей, как косметичка и зарядка, зато путается в главном. А этот помнил все, кроме одного, во сколько именно она ушла. Тут он плавал. То полдень, то ближе к вечеру, то часа в 3, наверное. И еще маршрутка или трамвай. Мелочь? Нет. Человек, который действительно смотрел вслед уходящей, помнит, во что она села, потому что это последнее, что он видел. А Ковалевич не помнил, потому что этого не было. Не садилась она никуда, ни в маршрутку, ни в трамвай. Я поблагодарил его, отпустил, попросил оставаться на связи, вдруг что вспомнит. Он ушел, а я сел составлять картину дальше. Легенда была, теперь я искал, чем ее проломить. И проломил. По кусочкам. Камеры. Опера отсмотрели все, что можно вдоль маршрута. Анну поймали. Вот она 3 мая едет в сторону района Ковалевича, живая, с рюкзачком за плечами. Последний кадр, где она еще дышит. А вот обратно ее не было нигде. Ни на одной камере, ни на одном ракурсе она не выходила из его микрорайона. Девушка вошла и не вышла. Камеры не врут и не путают маршрутку с трамваем. Соседи. Тут мне повезло с одним человеком. В квартире напротив жила Валентина Ивановна, женщина в возрасте, из тех, кто слышит в доме каждый шорох и знает про всех все. Я приехал к ней сам. Когда она заговорила, я отложил блокнот и слушал, не перебивая, а перед тем, как сесть, придвинул ей стул поудобнее. «Валентина Ивановна», — сказал я, — «вспомните, пожалуйста, вечер 3 мая. Что вы слышали от соседей напротив? Даже если это покажется вам ерундой». «Слышала», — сказала она негромко и посмотрела мне прямо в лицо. Кричали они в тот вечер. Молодой голос мужской и девичий. Громко так, зло. Я еще подумала, опять эти молодые бесятся. Потом стихло. А ночью, уже поздно, он там что-то возил, таскал, скреб по полу, будто мебель двигал. Вода лилась долго. Я, знаете, старый человек, сплю плохо, все слышу. Утром смотрю,
а он мешки какие-то из квартиры выносит. Черные, здоровые, тяжелые, видно, горбился под ними. Я тогда значения не придала, а теперь вот думаю. Она не договорила, и договаривать было не нужно. Я смотрел на эту женщину, и внутри у меня все встало на свои места. Холодно, четко, без лишних слов. Ссора вечером, тишина, ночная возня, вода, скрежет, черные мешки на рассвете. Я слишком хорошо знал, что складывается из таких деталей, но виду не подал, только поблагодарил Валентину Ивановну и попросил все то же самое повторить потом под протокол. Машина. Мы пробили автомобиль Ковалевича. И вот тут легенда рассыпалась окончательно. В ночь с 3 на 4 мая его машина не стояла у дома, как стояла бы у нормального человека. Она моталась по городу и за город, в глухие места, на окраины, туда, где нет ни камер, ни людей. Его собственный телефон, который он таскал с собой, оставлял тот же след — район свалки, пустыри, берег. Человек, который проводил девушку до остановки и лег спать, не наматывает ночью десятки километров по помойкам на краю Томска. К 9 мая у меня в руках была уже не догадка, у меня была цепь. Анна вошла в его район и не вышла. В его квартире тем вечером кричали, а ночью что-то таскали и мыли. Утром он выносил тяжелые мешки. Его машина ночью ездила туда, где прячут то, что не хотят найти. С ее телефона он же отправил матери безграмотную подделку, чтобы выиграть время. И все это время он стоял в центре штаба поисков и говорил: «Мы должны ее найти». Я не испытывал к нему ненависти. Ненависть — это про эмоции, а мне нужен был результат. Я испытывал другое, тот сухой, собранный азарт, который поднимается, когда тот, кого ведешь, считает себя умнее всех, кто идет по его следу. Пора было брать. Задержание я готовил без шума. Никаких погонь, никакой пальбы, лишний риск и никакого толку от этого. По оперативным данным, Ковалевич засобирался за город, в сторону деревни Новомихайловка, то ли занервничал, то ли решил еще раз проверить свои тайники. Мне было плевать зачем, мне важно было, что он выходит из-под прикрытия толпы. Я собрал следственно-оперативную группу, распределил роли, проверил, чтобы все было чисто по процессуальной части. Спугнем или напортачим с оформлением, уйдет в несознанку, а адвокат развалит нам полдела. 10-го берем, — сказал я своим. Тихо, аккуратно, по закону. Этот подозрик считает себя самым хитрым в городе. Пусть считает. До настоящего допроса. Я закрутил крышку термоса и вышел к машине. Впереди была самая интересная часть работы, та, ради которой я, если честно, и держусь в этой профессии столько лет. Разговор глаза в глаза с человеком, который думает, что всех переиграл. Взяли его 10 мая, за городом, в районе деревни Новомихайловка. Брали опера, я шел следом, все прошло так, как я и хотел, буднично и тихо. Его машина стояла на обочине у кромки леса. Он вышел, когда мы подъехали, и по одному тому, как он замер, я понял. Ждал. Не удивился. Виноватый всегда где-то в глубине ждет, что за ним придут, и когда приходят, у него на лице проступает не столько страх, сколько усталое облегчение. Я видел это выражение сотни раз. Ковалевич не рванул бежать, не полез в бутылку, просто опустил плечи и дал застегнуть на себе браслеты. Крепкий с виду парень, а внутри пусто. Такие ломаются не на силу, а на правду. Доставили, оформили как положено. Я не тороплюсь в такие моменты. Спешка рождает процессуальный брак, а брак потом развалит любое дело в суде. Разъяснил права, обеспечил защитника, молодого адвоката по назначению, парня по фамилии Литвак. Пусть все будет чисто. Мне не нужно было выбивать признание кулаком. Мне нужно было, чтобы он сам, под протокол, при адвокате, рассказал то, что я и так уже знал. А для этого есть инструмент понадежнее кулака — время и терпение. Допрос я начал мягко. Дал ему снова изложить его сказку про то, как проводил Анну до остановки, как она села то ли в маршрутку, то ли в трамвай.
Он повторил ее почти слово в слово, только теперь голос садился чаще. Я слушал, подперев щеку, будто мне и вправду интересно. А потом начал выкладывать. Не все сразу, по одной карте, как в хорошей партии. «Слушай, Николай», — сказал я спокойно, — «вот камеры на твоем районе. Анна на них 3 мая въезжает к тебе. А вот назад покажи мне, где она выходит, где садится в свою маршрутку. Нет ее. Ни на одной камере. Девушка к тебе пришла и не ушла. Куда она делась?» Он забормотал что-то про то, что камера может не все, что она могла другой дорогой. Я не спорил. Я положил следующую карту. «А это соседка твоя, пожилая женщина, память ясная. Слышала, как вы 3-го вечером ругались. Слышала, как ты ночью что-то по полу таскал и воду лил. А утром видела, как ты из квартиры черные мешки выносил, тяжелые. Это она тоже придумала?» Он молчал. Кожа на лице пошла пятнами. Я выложил 3-ю. «Машина твоя в ту ночь по городу и за городом моталась, по пустырям, по свалке, по берегу. И телефон твой там же светился. Это ты девушку до остановки провожал, а потом спать лег? Или все-таки катался там, где людей нет?» И добил 4-й, самый тяжелый. «А сообщение матери ее, кто с ее телефона отправил? Все нормально, не волнуйся. С ошибками, которых Анна отродясь не делала. Ты отправил, Николай. Ты влез в ее телефон и написал матери, что дочь жива. Пока ты по штабу поисков бегал и ориентировки клеил. Это как называется, по-твоему?» Вот тут он и поплыл. Я это чувствую всегда. Момент, когда человек внутри проваливается. Плечи опускаются еще ниже, дыхание сбивается, взгляд уезжает в пол. Он не выдержал ни давления. Он не выдержал того, что я вижу его насквозь, что прятать больше нечего. Руки у него затряслись, и он закрыл лицо ладонями. Не монолога я ждал, не красивого раскаяния. Их и не бывает. Была долгая, вязкая тишина. А потом он заговорил, тихо, глотая слова, и по щекам у него потекло. Он рассказал свою версию, и версия эта была ровно такой, какую я и предвидел, скроенной так, чтобы уменьшить свою вину до предела. По его словам, они поругались. Анна сказала, что все кончено, окончательно, что она уходит. Он не сдержался, вспыхнул, схватил ее. Они толкались, и он оттолкнул ее. Сильно, зло. Она не удержалась, упала и ударилась головой об угол стола. И все. Замолчала. Он говорил, что перепугался, что не хотел, что это вышло случайно, что он не убийца. «Я просто толкнул», — повторял он. «Она сама упала. Я не хотел, чтобы так». Я слушал и не верил ни единому слову про «случайно». Не потому, что я жесткий, а потому, что версия не сходилась с тем, что было потом. Случайность заканчивается вызовом скорой. Паника заканчивается криком, звонком, попыткой откачать. А у него после случайного падения началось совсем другое. Холодная, методичная, растянутая на сутки работа по сокрытию. Мешки, вода, ночные поездки по свалкам, поддельное сообщение матери, показное отчаяние на людях. Так не ведет себя человек, у которого под руками случайно умерла любимая девушка. Так ведет себя тот, кто принял решение и спокойно доводит его до конца. «Николай», — сказал я, и голос у меня был ровный, без нажима, потому что нажим тут был уже не нужен. «Вот скажи мне, если она просто упала и ударилась, почему ты не вызвал скорую? Почему не позвонил 03, ее матери, мне, кому угодно? Почему вместо этого ты всю ночь возил мешки по окраинам и мыл пол? Почему наутро пошел искать ее вместе с теми, кто еще верил, что она жива? Ты можешь мне это объяснить?» Он не смог. Он мотнул головой, отвернулся, снова закрылся ладонями. Ответа не было, потому что честного ответа его версия не выдерживала. Все, что шло после смерти Анны, кричало об одном. Это не был несчастный случай в чистом виде. Это был взрыв ревности, за которым последовал расчет.
И расчет этот выдавал его с головой куда сильнее, чем любой удар. Про то, что было с телом, он говорил скупо, через силу, отводя глаза, и я не давил на натурализм. Мне важны были места и факты, а не его мучения совести, которых, я подозревал, было меньше, чем слез. Он признал, что избавлялся от тела сам, что развез его по городу и за город, что-то бросил в воду, что-то отвез на окраину. Точные места я решил закреплять отдельно, проверкой показаний на месте, по всем правилам, с понятыми, со съемкой, чтобы ни один адвокат потом не сказал, что следователь ему это в рот вложил. Допрос шел долго, не 1 час. Я не спешил. Признание, взятое наскоком, рвется в суде, как гнилая нитка, а мне нужно было такое, которое ляжет в основу дела намертво. К концу я имел главное. Он сам, при защитнике, под протокол, признал, что Анна умерла в его квартире в ходе ссоры из-за расставания и что тело он спрятал. Оставалось малое — доказать, что просто толкнул, было ложью. И я уже знал, кто скажет за меня последнее слово. Не свидетели, не соседка, а та, кого он пытался спрятать по частям на краю города. Ее тело. Оно должно было заговорить. Дальше пошли недели. Тот, кто думает, будто экспертиза выдает ответ за 1 вечер, просто никогда не работал на земле. В жизни все иначе. Заключение ждешь днями и неделями, а само дело складывается медленно, слой за слоем. Ковалевич сидел под стражей, признание было в деле, но признание — это еще не приговор. Мне нужно было тело. Пока нет тела, ушлый адвокат всегда найдет лазейку, мол, оговорил себя, придумал, испугался, поэтому мы искали. Проверку показаний на месте я провел по всем правилам, с понятыми, с видеозаписью, спокойно, без театра. Он показывал места, куда развозил свертки, и с каждой такой точкой петля на нем затягивалась туже. А потом была ушайка. 6 июня 2013 года волонтеры, что искали Анну больше месяца, вышли к берегу реки в районе поселка Степановка. И там, у самой воды, нашли то, что заставило замолчать всех. Ту самую реку, мимо которой я в первый день ехал к ее матери и на которую едва взглянул, я запомнил теперь навсегда. Мне позвонили, и я приехал. Я не буду описывать то, что увидел на берегу. Есть вещи, которые не выносят налюди, и уважение к погибшей я ставлю выше красного словца. Скажу одно. Я стоял у воды, смотрел, как работает следственно-оперативная группа, и внутри у меня было тихо и тяжело. Не страх, не потрясение, что-то более трезвое, понимание, что вот теперь она может рассказать сама, что с ней сделали. Опознание подтвердило — это Анна. Матери сообщили. Я был при этом и видел, как из женщины, которая держалась больше месяца на одной вере, эта вера вышла вся, до капли. Александра Петровна не кричала, она осела, будто из нее вынули стержень, и долго молчала. Я не лез с казенными словами. В такие минуты слова — мусор. Я просто был рядом и дал ей время. Она потеряла единственную дочь, и никакой приговор этого уже не отменит. Моя работа была не вернуть Анну, вернуть было нельзя, а сделать так, чтобы тот, кто это сделал, ответил по всей строгости. Судебно-медицинская экспертиза стала тем самым последним словом, которого я ждал. Эксперты работали тщательно, не спеша, и заключение легло на стол таким, каким я его и предчувствовал. Никакого «упала и ударилась головой» там не было и в помине. Даже то немногое, что вернула река, говорило против версии простого падения. Эксперты нашли признаки механической асфиксии. Ее душили. А ту отвертку, которой он ткнул ее в приступе ревности, прежде чем задушить наверняка, он бросил в собственной квартире. Экспертиза установила и еще одно, что оказалось важным для всего дальнейшего. По характеру отделения было ясно, расчленение произведено уже после наступления смерти. Холодно, чтобы спрятать, чтобы ее труднее было найти и опознать. Я перечитывал заключение и думал только одно — она все-таки заговорила.
опровергла его сказку строчка за строчкой. Толкнул, она упала. А откуда тогда следы удушения? Откуда отвертка в ее крови? Мертвые не умеют лгать, и в этом их страшная сила против таких, как Ковалевич. Он мог обмануть мать поддельным сообщением, мог обмануть волонтеров, бегая с ними по дворам с ориентировками, но он не смог обмануть скальпель судмедэксперта. Квартиру его мы отработали как положено, осмотр места происшествия провели дотошно, по стадиям, ничего не упуская. Он мыл, тер, скреб, старался, но кровь — вещь упрямая, ее нельзя смыть до конца, как ни три. Там, где обычный глаз видел чистый пол, техника и экспертиза видели другое. Нашли и отвертку, и следы, которые он не сумел уничтожить, и биологический материал, который генетическая экспертиза, опять же не за час, а за недели, привязала к Анне намертво. Каждая такая находка была еще одним гвоздем. Я собирал их один за другим, зная, что в суде адвокат будет цепляться за любую щель, и не оставлял ему щелей. К осени картина была восстановлена полностью и восстановлена так, что ее уже нельзя было ни сдвинуть, ни переписать. 3 мая 2013 года Анна Апатченко приехала к Николаю Ковалевичу забрать свои вещи и окончательно поставить точку. В квартире вспыхнула ссора, он не мог принять, что она уходит. Ревность, самолюбие, потеря власти над ней — все это сорвалось в одно движение. Он ударил ее отверткой и задушил. А дальше начался расчет. Он расчленил тело, чтобы скрыть содеянное, разложил останки, развез их по разным районам города и за его пределы, часть увез на полигон, голову бросил в ушайку. С ее телефона отправил матери сообщение, чтобы выиграть время, и вышел на поиски вместе с теми, кого обманывал. Все это уложилось в короткий, отвратительный по своей расчетливости промежуток. И вот тут, когда картина была собрана, встал вопрос, который потом стал стержнем всего процесса. Как это квалифицировать? С одной стороны, умышленное убийство, с другой — то, что он сделал с телом. Для матери, для любого нормального человека расчленение — это верх жестокости, это то, что не укладывается в голове. Мать Анны настаивала: это убийство с особой жестокостью, часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но закон смотрит холоднее, чем сердце. Особая жестокость — это то, что причиняется живому человеку, мучение при жизни. А экспертиза сказала ясно — расчленение было после смерти. Значит, по букве закона это не особая жестокость, а способ сокрытия преступления. И это означало часть 1 той же статьи, а не часть 2. Я знал, что мать этого не примет, я знал, что она будет биться за каждое слово в приговоре, и по-человечески понимал ее до конца. Но моя задача была собрать дело так, чтобы оно устояло, а не так, чтобы утешить. Материалы ушли в суд. Судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная еще летом, признала Ковалевича полностью вменяемым. Он понимал, что делал, и руководил своими действиями. Никакой невменяемости, никакого аффекта, за который можно спрятаться. Обычный человек, который в один вечер выбрал убить и всю ночь спокойно, без суеты заметал следы, впереди был суд, и я знал, что настоящая война развернется именно там, не за виновность, она была доказана, а за то, как назвать содеянное. Суд начался в марте 2014 года в Кировском районном суде города Томска. Зал был небольшой, будничный, из тех, где решаются человеческие судьбы, под гул старой вентиляции. Я хожу в суды не первый десяток лет и знаю, дело либо стоит там намертво, либо рассыпается на глазах. И зависит это не от красноречия, а от того, как оно собрано. Свое я собрал так, что рассыпаться ему было не на чем. Но я знал заранее, что главный бой пойдет не за виновность, виновность была доказана до последней запятой, а за то, как назвать содеянное. За столом обвинения работала прокурор Ашуркова, женщина жесткая, знающая дело. Защиту вел тот же адвокат Литвак. Председательствовала судья Крайнова, из тех, кто читает материалы дотошно и не ведется на театр ни с одной стороны.
Николай Коваревич сидел за стеклом. За те месяцы, что прошли, он не изменился. Та же пустота внутри крепкой на вид оболочки. Он держался своей версии до последнего. Толкнул, она упала случайно. Твердил это ровно, заучено, будто повторение могло превратить ложь в правду. Обвинение выложило все. Признательные показания, данные им самим при защитнике. Заключение судебно-медицинской экспертизы. Механическая асфиксия, несовместимая с версией падения. Отвертку с кровью Анны, изъятую в квартире. Записи камер, где Анна въезжает в его район и не выезжает. Показания соседки, слышавшей ссору и ночную возню. Данные о передвижении его машины и телефона по окраинам той ночью. Поддельное сообщение матери с ее телефона. Генетическую экспертизу, привязавшую следы в вымытой квартире к Анне. Каждое доказательство ложилось в стык к следующему, и вместе они не оставляли ни щели, ни сомнения. Защита делала, что могла, работа у адвоката такая, и я это не в упрек говорю. Литвак напирал на молодость подсудимого, на то, что судим впервые, что явился с признанием, что смерть, по версии защиты, наступила без прямого умысла, в ходе ссоры, сгоряча. Он просил суд увидеть в этом не хладнокровное убийство, а трагедию, вышедшую из-под контроля. Но у защиты была одна беда, которую не обойти никаким словом — экспертиза. Сгоряча толкнул, не оставляет ни отвертки в ее крови, ни следов удушения. И сгоряча не объясняет того, что было потом, расчета, растянутого на сутки. Потом слово взяла мать. Александра Петровна вышла к кафедре прямая, собранная, и заговорила о своей дочери, не о деле, не о статьях, а о живом человеке, которого больше нет. О том, как Анна звонила ей каждый вечер, как строила планы, училась, мечтала, как она, мать, месяц ходила по городу с ориентировками, еще веря, что дочь жива, пока тот, кто ее убил, ходил рядом и делал скорбное лицо. Она держалась, но каждое ее слово било тяжелее любой улики. Я сидел и слушал, и внутри у меня было то тяжелое, глухое чувство, которое не пройдет, сколько ни работай. К этому нельзя привыкнуть, и я давно не пытаюсь. Александра Петровна настаивала на своем твердо. Она требовала, чтобы содеянное признали убийством с особой жестокостью, пунктом Д части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Для нее, как для любой матери, то, что он сделал с телом Анны, и было той самой особой жестокостью, которую невозможно ни понять, ни простить. Она заявила гражданский иск о компенсации морального вреда на 5 миллионов рублей, понимая, что деньгами дочь не вернуть, но не желая, чтобы ее горе оценили дешево. И вот тут встал главный вопрос всего процесса — вопрос квалификации. Обвинение шло по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Расчленение обвинение расценивало как способ сокрытия преступления. Мать настаивала на части 2, на особой жестокости. Спор упирался в холодную букву закона. Особая жестокость по закону — это то, что причиняется человеку живому — мучение, истязание, страдания перед смертью. А судебно-медицинская экспертиза установила однозначно — расчленение было произведено уже после смерти Анны. Как ни страшно это звучит, по закону надругательство над телом умершего и убийство с особой жестокостью — это разные вещи. Первое — способ спрятать содеянное, второе — способ убить, мучая. И доказательств того, что Анну мучили при жизни, в деле не было. Я понимал обе стороны этого спора, и в этом была вся тяжесть. По-человечески я был на стороне матери. То, что сделал Ковалевич, не укладывается ни в какие рамки. Но как следователь я знал, суд не имеет права судить по чувству, он обязан судить по доказанному. И доказанное говорило о части 1, а не о части 2. Я не философствую о добре и зле, это не моя работа. Моя работа, чтобы приговор устоял и чтобы виновный сел. А как назвать сделанное точнее, по какой части статьи, за это отвечает суд, взвесив то, что мы ему принесли. Прения шли своим чередом.
Прокурор Ашуркова говорила четко, по существу, разбирая доказательство за доказательством. Защита просила о снисхождении. Процесс шел не один день, суд въедливо, заседание за заседанием перебирал каждое доказательство, каждую экспертизу, и разваливать тут было нечего. Дело держалось намертво. А потом настал момент последнего слова подсудимого. И тут не было никакого монолога, никаких откровений, которые так любят придумывать. Ковалевич встал, помолчал, глядя в пол, и выдавил несколько корявых, жалких фраз о том, что раскаивается, что не хотел, что просит прощения. Слова падали в тишину зала и не значили ничего, потому что просить прощения он додумался только здесь, за стеклом, а не тогда, когда возил по городу черные мешки. Я смотрел на него и не испытывал ни ненависти, ни торжества, только сухую, трезвую точность человека, доведшего дело до конца. Суд удалился для вынесения приговора. Оставалось ждать. Приговор огласили 6 мая 2014 года, почти через год после того майского дня, когда Анна Апаченко вошла в чужую квартиру и не вышла. Я снова сидел в том же будничном зале и слушал, как судья Крайнова читает документ, в который уложилась вся наша многомесячная работа. Читают приговор долго, монотонно, но каждый в зале ловит одно — итог. Суд квалифицировал содеянное по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Расчленение суд признал способом сокрытия преступления, а не проявлением особой жестокости. Ровно так, как показала экспертиза. Все это было совершено уже после смерти Анны. В части 2, на которой настаивала мать, суд отказал. С точки зрения закона тут не к чему было придраться, и я это понимал лучше многих. Но я видел лицо Александры Петровны в ту минуту и знал, что для нее это звучит как недосказанность, как то, что содеянному не дали настоящего имени. Наказание суд назначил такое: 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев после отбытия основного срока. Гражданский иск матери удовлетворили частично. Вместо заявленных 5 миллионов рублей суд взыскал с Николая Ковалевича 2 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Как будто человеческую жизнь вообще можно перевести в рубли. Но закон умеет считать только так, и другого мерила у него нет. Ковалевич выслушал приговор, не дрогнув. Ни рывка, ни слез, ни последней вспышки. Его увели, и на этом он для меня закончился. Из живого дела превратился в строчку статистики, в раскрытое, доведенное до приговора. Я не испытал того, что показывают в финалах. Ни триумфа, ни облегчения. Работа была сделана чисто, и все. Александра Петровна вышла из зала прямая, как и входила. Она потеряла дочь и не вернула ее приговором. Приговором вообще ничего нельзя вернуть. 10 лет строгого режима не поднимут Анну с берега Ушайки и не сотрут того, что было. Я подошел к матери, и мы постояли молча. Слов у меня для нее не было, да и не нужны они были. Я сделал свою часть, собрал дело так, что виновный сел. Дальше начиналось то, что мне уже не подвластно. Ее жизнь без дочери длиной в остаток лет. С этим ни один следователь ничего сделать не может. Меня иногда спрашивают, где во всем этом справедливость. Я не любитель громких слов и длинных рассуждений о добре и зле. За годы работы я убедился, что они дешевы и ничего не стоят рядом с настоящим горем. Скажу проще. Справедливость — это не когда всем становится хорошо. Хорошо уже не станет. 19-летней девушки нет, и это не исправить ничем. Справедливость — это когда тот, кто отнял жизнь, отвечает за это по закону, а не гуляет по городу, как ни в чем не бывало. Мы ее добились. Не идеально, идеала в этом деле быть не могло, но добились. И я знаю цену тому, чтобы добиться ее по правилам, а не в обход. Тот, кто ломает закон ради красивой развязки, рано или поздно отпускает настоящих виновных.
Я такого навидался. Поэтому я собирал это дело гвоздь к гвоздю месяцами, а не искал коротких путей. Чтобы приговор устоял. Чтобы Ковалевич сел за то, что сделал, и не вышел по какой-нибудь моей ошибке в протоколе. Дело Анны Апатченко закрылось, а работа — нет. Через несколько дней на столе лежала новая папка, потом еще одна. Я снова наливал по утрам крепкий чай в термос, снова выезжал, снова читал людей с порога. Так устроено это ремесло. Оно не оставляет времени носить в себе каждое дело. Носить их все не хватит никакого человека. Про Николая Ковалевича меня потом не раз спрашивали, что он был за человек. Все ждут, что в таком деле окажется чудовище с безумными глазами, которое видно за версту. А правда скучнее и оттого страшнее. Он был обычным, обычный 19-летний парень, каких полный город. Не безумец, не злой гений, вменяемый по всем экспертизам. Просто в один майский вечер он не смог принять, что его бросили, и собственное самолюбие оказалось для него дороже чужой жизни. Он не вынашивал хитрого плана заранее, он сорвался. А вот то, что началось после срыва — расчет, мешки, поддельное сообщение, скорбное лицо в штабе поисков — вот это и есть самое холодное во всей этой истории. Убить в приступе ревности способен, к несчастью, слишком многие, а вот сутки спокойно заметать следы, а потом обнимать мать убитой девушки — на это способен не каждый. Этим он себя и выдал, и этим же для меня объяснился весь до самого дна. И еще одно я вынес из этого дела крепче прежнего. Раскрыли мы его не по гениальному наитию и не по счастливой случайности, которую так любят придумывать. Раскрыли по мелочам, по черной кропотливой работе, по камерам, по биллингу, по показаниям пожилой соседки, по следам в отмытой квартире. Но самую первую ниточку дала не техника и не опера. Ее дала мать. Александра Петровна распознала подделку в одном коротком сообщении, по кривым, чужим ошибкам в словах, которые ее грамотная дочь никогда бы не написала. Убийца просчитал многое, но не просчитал одного. Мать узнает свою дочь из тысячи, даже в 2 строчках, даже потому, как расставлены буквы. Он заговорил с ней чужим, безграмотным голосом, и она услышала подмену первой из всех. С этой мелочи, с одного неверно написанного слова, и начала разматываться вся его ложь. Но кое-что все-таки остается. Я и теперь, когда еду по набережной и вижу под мостом Ушайку, смотрю на нее не так, как в тот первый день. Тогда это была просто река, часть серого майского пейзажа. Теперь я знаю, что она вернула людям то, что он пытался в ней спрятать. Вернула, чтобы Анну можно было похоронить по-человечески. Чтобы мать знала правду, чтобы дело легло в суд. Реки, в отличие от таких, как Ковалевич, не умеют держать чужие тайны вечно. Анну Апатченко я не знал живой. Я пришел в ее историю, когда ее уже не было. И все-таки за те месяцы она стала для меня не потерпевшей из карточки дела, а 19-летней девчонкой, которая звонила матери каждый вечер, писала грамотно и однажды набралась смелости уйти от того, кто ее изводил ревностью. Она поступила правильно, она не сделала ничего, за что можно винить. Виноват только один человек, и он сел. Это все, что я мог ей дать, и это я ей дал. Термос к утру снова остыл. Я закрутил крышку, взял папку с новым делом и вышел. Город стоял все тот же, мокрый, серый, живой. Где-то в нем кто-то опять дурел по весне, и кому-то это опять могло стоить жизни. Моя работа была в том, чтобы, если так случится, снова прийти. Прийти и довести до конца.